Чудо рождения никогда не перестает удивлять фермера. Но то, что произошло холодным апрельским утром 2024 года, навсегда изменило представление Марка и Арона ван Хастертов о крупном рогатом скоте. Их ранчо, раскинувшееся на 300 акрах неподалеку от Бьоркдейла, Саскачи, было делом их жизни с 2000 года. Расположенное в 40 километрах к югу Отти, оно стало домом для 300 голов скота, каждого из которых опытный глаз Марка знал в лицо. Он мог заметить больную корову с другого конца поля, предсказывал даты отела с поразительной точностью и принял на свет сотни телят. Но ничто, абсолютно ничто, не могло подготовить его к 19 апреля. Утро принесло неожиданный поздний снежный шторм. В сарае Марк заметил что-то необычное в поведении их сварливой 8-летней коровы, помеси породы Черри Симон. Это было такое упрямое животное, что работники прозвали ее Злюкой. Но у нее была одна удивительная особенность. Она уже трижды рожала двойняшек. Явление, случающееся менее чем в 1% случаев среди коров. «У меня предчувствие насчет этой старой ворчуньи», — сказал Марко Арону за чашкой кофе, наблюдая, как за окном нарастает сугроб. «Она выглядит крупнее, чем обычно». «Ты снова хочешь поспорить?» — засмеялся Арон. «В прошлый раз ты был так уверен, что целый месяц чистил конюшни». Глаза Марка загорелись озорством. 6 километров ремонта забора. Спорю, она носит больше одного теленка. Ты слишком самоуверен для человека, который говорит о корове без имени, ответил Арон, пожимая ему руку. Ладно, договорились. Но когда я выиграю, ты будешь чинить забор весной по колено в грязи. Ровно в 10:00 Аарон, кутаясь в пальто от пронизывающего снега, отправился на обычный осмотр стада. Ветер выл над прерией, и она торопилась убедиться, что все будущие мамы в безопасности и тепле. То, что она увидела в дальнем загоне, заставило ее застыть на месте. «Марк!» — закричала она через весь двор, голос едва слышный сквозь вой ветра. «Марк, срочно выходи!» Марк выронил кружку с кофе и бросился наружу. Сердце колотилось в груди. Он нашел Аарона, застывшего в снегу и смотрящего на невероятное зрелище. Рядом с их Злюкой лежали 2 крошечных теленка. Оба явно недоношенные, весом всего по 20 килограмм вместо обычных 30. Их маленькие тела дымились на холодном воздухе, мокрая шерсть уже покрывалась снежинками. «Они такие маленькие», — прошептала Аарон, голос полной тревоги. «Марк, они замерзнут здесь насмерть. Бери сани», — срочно сказал Марк. «Нам нужно срочно отвезти их в отапливаемый сарай». Пока Аарон бежала к сараю с инструментами, Марк опустился на колени рядом с безымянной коровой. Она выглядела измотанной, но бдительной, нежно тыкаясь носом своих малышей. «Ну что ж, старушка», — тихо сказал он, — «сегодня ты точно заслужила имя». Когда Аарон вернулась с санями через 15 минут, она застала Марка, склонившегося уже не над 2, а над 3 телятами. Третий, ахнула она, указывая на новорожденного. Третий, крошечный бычок, идентичный своим сестрам, пытался встать на дрожащие ножки. Марк осторожно осмотрел 3-го теленка, проверяя его дыхание и реакцию. «Он слаб, но жив», — объявил Марк. 3 теленка. «Не могу поверить». Они быстро погрузили всех 3 малышей на сани, укутав их во все, что смогли найти. «Кажется, мы оба проиграли спор», — выдохнула Аарон, торопясь к сараю. 3 теленка, значит, никто не угадал. Марк уже хотел согласиться, но что-то заставило его замолчать. Он посмотрел на корову, все еще лежащую в снегу. Ее бока тяжело вздымались от усталости. «Что-то не так», — тихо сказал он. «Она все еще тужится».
Они уложили 3 телят под обогреватель в сарае. Затем Марк вернулся за их матерью. То, что он там увидел, преследовало его во снах и наполняло сердце на всю оставшуюся жизнь. Рядом с коровой в снегу лежал 4-й теленок, крошечный, но живой. «Аарон!» — крикнул Марк. Голос срывался от эмоций. «Здесь 4-й!» Когда Аарон подбежала, она увидела Марка, стоящего на коленях в снегу и держащего на руках 4-го теленка, живого, дышащего чуда из чудес. Вероятность такого события — 1 шанс на 11,2 миллиона. Они стояли как оглушенные, осознавая, что стали свидетелями статистически невозможного. «Нам нужна помощь», — сказал Марк дрожащим голосом. Прямо сейчас их 3 детей, Джеймс, 16 лет, Алина, 13 и Видалия, 12, выбежали из дома, услышав шум. «Мам, что происходит?» — крикнула Алина, но замолчала, увидев 4-го теленка в руках отца. «Дети, слушайте внимательно», — сказала Аарон, беря ситуацию под контроль. «Джеймс, звони доктору Петерсону, скажи, что у нас ветеринарная чрезвычайная ситуация. Алина, принеси все грелки из дома. Видали? Вскипяти воду и подготовь бутылочки. Двигайтесь». Следующие несколько часов превратились в отчаянную борьбу за жизнь. Доктор Питерсон прибыл через час. Его машина скользила по обледенелым дорогам. «За 30 лет практики, — сказал он, осматривая каждого теленка, — я никогда не видел, чтобы одна корова родила 4 живых телят. Самый маленький, 4-й теленок, страдал от гипотермии и едва дышал. Мы можем потерять этого», — мрачно предупредил доктор. «Нет», — твердо сказал Марк, — «мы не потеряем ни одного». Они назвали корову значимой, потому что она стала по-настоящему особенной. Телят назвать было сложнее. Они были настолько похожи, что дети решили использовать цветные маркеры, чтобы их различать. Так появились Оранжель, Зеленка, Голубка и Никто. Первая неделя слилась в бесконечные 2-часовые кормления и бдения. Никто, самый слабый, требовал наибольшего внимания, но оказался настоящим бойцом. Новости разлетелись по окрестностям. Соседи приносили припасы и предлагали помощь. «Весь округ болеет за этих малышей», — сказал сосед Том Хендерсон, принося заменитель молока. На 3-й день прибыли съемочной группы. К 5-му дню история стала международной сенсацией. Их тихое ранчо превратилось в место паломничества для зрителей, студентов-ветеринаров и журналистов со всего мира. «Саскачеванское чудо», писали в заголовках. Рождение с вероятностью 1 на 11,2 миллиона бросает вызов всем законам природы. Переломный момент наступил на 12-й день, но сначала им предстояло пережить ночь, которая чуть не стала последней. Было 2 часа 17 минут ночи 20 апреля, когда мир Марка рухнул. Он делал очередной обход телят, тихо передвигаясь по отапливаемому сараю с фонариком в руке. Ветер за стенами все еще выл, сотрясая двери сарая. 3 телят спали под обогревателями, и их маленькие грудки равномерно поднимались и опускались. Но Никто, самый маленький боец, лежал на боку без движения. «Нет, нет, нет», — прошептал Марк, падая на колени рядом с ним. Он приложил ухо к крошечной грудке и почувствовал, как сердце останавливается. Ни дыхания, ни сердцебиения. «Аарон!» — закричал вон. Голос с эхом разнесся по сараю. «Скорее сюда!» Не раздумывая, Марк схватил безжизненного теленка на руки и начал делать компрессии на его крошечной груди, как показывал доктор Птерсон. Надавливать, дышать в ноздре, снова надавливать. Тело было холодным, слишком холодным и совершенно обмякшим. Аарон вбежала в ночной рубашке.
Босые ноги скользили по ледяному полу. «Что происходит?» — выдохнула она. Но вид Марка, делающего Эслер никто, сказал ей все. «Он не знаю», — сквозь зубы ответил Марк, не прекращая компрессий. «Он не дышит». Сердце остановилось. Он запронул голову теленка и снова вдохнул воздух в его ноздре, отчаянно ища признаки жизни. «Сколько времени?» — спросила Аарон, хватая полотенце и грелки. «Не знаю, 10 минут или больше». Голос Марка дрожал. «Я должен был проверить раньше. Я должен был...» «Хватит», — резко сказала Аарон. «Продолжай. Не останавливайся». 20 мучительных минут Марк боролся за жизнь никто. Компрессии, искусственное дыхание, согревание, снова компрессии. Его руки тряслись от усталости и страха. Аарон держала над теленком обогреватель. По ее лицу текли слезы. «Марк», — прошептала она наконец, — «может, хватит?» «Нет», — крикнул он, — «он не сдается, и я не сдамся». И тогда это произошло. Крошечный, едва заметный вздох. За ним другой. Веки никто затрепетали, и он издал самый слабый звук, который они когда-либо слышали. «Он жив», — рыдал Марк, падая на колени рядом с теленком. «Он жив». Но облегчение было недолгим. Дыхание оставалось прерывистым, температура опасно низкой, несмотря на все усилия. «Нам нужен доктор Птерсон», — сказала Аарон, уже доставая телефон. «Ему нужен кислород. Мы не справимся сами. Сейчас 3 ночи, бушует метель», — отчаянно сказал Марк. «Он не доберется сюда в такую погоду». «Тогда мы везем его к нему», — твердо ответила Аарон. Следующая поездка стала самой ужасной в их жизни. С никто, укутанным в грелки и лежащим на коленях у Марка, Аарон вела грузовик через ослепляющий снег и обледенела дороги. Дыхание теленка было настолько слабым, что его едва можно было заметить. Дважды за 30-минутную поездку Марк думал, что потерял его снова. «Держись, малыш», — шептал он снова и снова, растирая его грудь. «Ты боец, ты не сдаешься, мы не сдаемся». Доктор Птерсон встретил их в своей клинике, сам добравшись через буран после отчаянного звонка Аарон. Тяжелая гипотермия и нехватка кислорода, сразу диагностировал он, подключая никто к маленькому баллону с кислородом. Еще 5 минут, и мы потеряли бы его навсегда. Следующие 4 часа они провели в клинике, по очереди держа никто под обогревателями, пока доктор следил за его состоянием. Медленно, мучительно. Дыхание теленка становилось ровнее, температура поднималась, глаза начали фокусироваться. «Он выживет, наконец», — объявил доктор на рассвете. Но это был предел. Еще 5 минут, и его мозг получил бы необратимые повреждения от нехватки кислорода. Когда они вернулись на ранчо, 3 других теленка отчаянно звали пропавшего брата. Когда они положили никто обратно в сарай, слабого, но дышащего ровно, воссоединение было настоящим чудом. 3 сестры сразу окружили его, нежно тычась носами, будто знали, через что он прошел. «Тогда я понял», — сказал позже Марк, наблюдая, как 4 телят жмутся друг к другу. «Они выживут. Они не просто сестры, они команда, а команды не бросают своих». Этот кризис первой ночи навсегда связал семью Ван Хастертов с этими 4 телятами крепче, чем обычная фермерская привязанность. Они вместе сражались со смертью. С того момента никто, да и все они, перестали быть просто скотом. Они стали семьей. Но выживание в первую ночь было только началом. Следующие 7 дней превратились в череду 2-часовых проверок температуры и отчаянных кормлений. Значимая не принимала всех дочерей одинаково. Она отталкивала голубку, и никто, отдавая предпочтение 2 более сильным телятам. Нормально.
«Нормально. Низко». Критически низко повторяла Аарон во время проверок. Марк брал дежурство с полуночи до 6:00 утра, Аарон с 6:00 до полудня. Они держались только на силе воли и кофе. На 4-й день, когда температура никто упала так низко, что термометр едва показывал что-то, Марк сказал: «Все, мы не можем так продолжать». Но никто поднял свою крошечную голову и посмотрел прямо на него. Глаза ясные и полные решимости. Прорыв произошел на 5-й день, когда зеленка встала между никто и агрессивная Ранжель, защищая самую маленькую сестру. «Они учатся работать вместе», — с удивлением сказала Аарон. Температурные показатели, наконец, стабилизировались. Нормально, нормально, слегка низко, низко, но стабильно. К 7-му дню телята выработали свою иерархию и режим кормления. Худшее осталось позади. Они не только выжили, но и стали настоящей семьей, союзами и нерушимой связью. Когда на 6-й неделе доктор Птерсон пришел в последний раз, он заявил: «Я документирую этот случай для ветеринарных журналов. Такая выживаемость противоречит всем статистическим моделям. Все 4 телят не только выжили, но и процветали, каждый со своим характером, несмотря на внешнее сходство». Аграрные исследователи изучали генетические факторы этого беспрецедентного рождения. Телевизионные съемочные группы еженедельно фиксировали рост знаменитых четверняшек. Когда наступила весна, значимая гордо вывела своих 4 дочерей на пастбище. Другие коровы сначала растерялись, увидев 4 одинаковых телят, но быстро приняли их. «Знаешь, что самое лучшее?» — сказала Аарон, наблюдая, как телята играют на зеленой траве. «Мы оба проиграли спор о заборе, но получили нечто бесконечно более ценное». Марк кивнул, обнимая жену. «Одна сварливая корова без имени стала той, кто навсегда изменил нашу жизнь. История разлетелась по всему миру, привлекая посетителей из 6 континентов на их ранчо в Саскачеване. Они стали символом надежды для фермерских общин повсюду. Но для Марка и Аарона они оставались тем, кем были всегда. Чудом, начавшимся со снежной бури и спора о починке забора, и закончившимся доказательством того, что иногда невозможное становится прекрасной, волшебной реальностью. А вам понравилась эта история? Если бы вы нашли этого крошечного теленка без дыхания посреди ночи, стали бы вы делать СЛР 20 минут или сдались бы раньше? Напишите в комментариях. Если история тронула вас, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Не сдавайтесь, когда это важно. Спасибо, что прочитали. До новых встреч. Хорошего дня.